Не все моменты BTS происходят на сцене. За репетицией скрывается тихая история. История о Тэхёне, который, несмотря на слабость своего тела, продолжал репетировать. И история о Чингуке, который решил все бросить. Никто не ожидал, что репетиция в тот день превратится в такой одинокий момент. Репетиционный зал, обычно наполненный громкой музыкой и топотом ног, вдруг стал казаться тяжелым. Тэхён оставался на своем месте, пытаясь, как обычно, следовать хореографии, но его дыхание стало неровным. Улыбка была напряженной, движения немного замедленными, мелкие детали, которые большинство людей могли бы пропустить, кроме одного человека. Чингука. Из угла комнаты Чингук сразу заметил перемену. Его взгляд больше не был сосредоточен на зеркале, а на Тэхёне, который отчаянно пытался скрыть свою боль. Каждое движение Тэхёна казалось натянутым, словно его тело говорило ему остановиться, но сердце отказывалось сдаваться. Музыка продолжалась, но беспокойство Чингука становилось все более очевидным. Когда Тэхён наконец остановился и опустил взгляд, атмосфера изменилась. Без колебаний Чингук шагнул вперед и дал знак остановить музыку. Не было ни криков, ни драмы, только твердое решение, продиктованное беспокойством. Многочасовая подготовка к репетиции была прервана в одно мгновение. Чингук стоял рядом с Тэхёном, его голос был тише обычного. Он не заставлял его, не винил. У него было лишь простое желание убедиться, что с Тэхёном все в порядке. В тот момент все расписания, хореография и давление сцены стали неактуальны. Для ARMY эта история была не просто о прерванной танцевальной репетиции. Это был настоящий портрет связи, не всегда демонстрируемый на камеру, о том, как Чингук решил все остановить ради того, кто был рядом с ним с самого начала пути. Обычно резкие движения Тэхёна начали терять ритм. Его шаги слегка замедлились, плечи опустились быстрее обычного. Он глубоко вздохнул, пытаясь синхронизироваться с музыкой. Пот на лбу был не просто признаком тренировки, но и усталости. Тем не менее, Тэхён заставил себя отсчитать еще 8. Он не хотел быть причиной прерывания репетиции. Чингук все это видел, не нуждаясь в объяснениях. Его глаза изменились, наполнившись беспокойством и тревогой. Счет хореографии больше не имел значения в его голове. Все, что он видел, это Тэхён, сдерживающий боль. Каждое движение ощущалось как невысказанное предупреждение. И Чингук знал, что это не просто обычная усталость. Когда Тэхён остановился и опустил взгляд, время словно замедлилось. Музыка продолжала играть, но атмосфера казалась пустой. Чингук без колебаний шагнул вперед. Он поднял руку, давая понять, что все должно остановиться. Не было долгих обсуждений, споров. Решение было принято инстинктивно и из-за беспокойства. Напряженная репетиция перешла в тишину. Чингук стоял рядом с Тэхёном, его голос был тихим и спокойным. Он спрашивал не как партнер по тренировке, а как человек, которому не все равно. Тэхён медленно кивнул, наконец признав, что с его телом что-то не так. В тот момент не было ни сцены, ни камер. Просто два человека, любящие друг друга в свете прожекторов. Остальные участники подошли ближе, почувствовав изменение атмосферы. Никто не заставлял Тэхёна снова вставать. Обычно энергичный репетиционный зал затих. Все поняли, что здоровье превыше всего. Несколько шагов назад дали Тэхёну возможность перевести дыхание. Тишина была наполнена взаимным пониманием. Тэхён медленно сел, склонив голову, чтобы отдышаться. Его руки слегка дрожали, признак полного изнеможения. Чингук оставался рядом, неподвижно. В его взгляде читалась тревога, которую он не скрывал. Он ждал, убеждаясь, что Тэхён не будет перенапрягаться. Преданность была ощутима без слов. Прошло несколько минут в успокаивающей тишине. Музыка выключилась, и в зеркале отражались только серьезные лица. Чингук тихо заговорил, напоминая Тэхёну отдохнуть. В его голосе не было обвинения, только искренняя забота.
Тэхён кивнул, на этот раз без сопротивления. Он знал, что решение остановиться было лучшим. За пределами репетиционного зала расписание все еще ждало. Но внутри все согласились все отложить. Чингук решил защитить, а не заставить. Тэхён решил честно рассказать о своем теле. Этот момент послужил напоминанием о человеческих пределах. Что даже айдолам нужен отдых. Для ARMY эта история больше, чем просто репетиция. О заботе, рожденной без внимания публики. О том, как Чингук решил все бросить. И о том, как Тэхёну наконец-то разрешили отдохнуть. За совершенством сцены скрывается молчаливая борьба. И там их связь говорит громче слов. День закончился без оваций и заключительной музыки. Его шаги оставили в репетиционном зале более тихий звук. Тэхён шел, его тело все еще было слабым. Но его успокаивало чувство защищенности. Потому что он знал, что он не один. Есть кто-то, кто решил быть рядом с ним. Чингук время от времени оглядывался, убеждаясь, что с Тэхёном все в порядке. Он мало говорил, но его беспокойство было ощутимо. Он подстроился под ритм. Этот небольшой жест остался незамеченным многими. Но для тех, кто его увидел, его смысл был глубоким. Беспокойство, которое не нуждалось в выражении. Тэхён наконец глубоко вздохнул. Бремя, которое он так долго держал в себе, постепенно отпустило его. Он больше не чувствовал необходимости казаться сильным. В тот момент ему позволили быть человеком. Боль все еще была, но он больше не скрывал ее. И это принесло ему облегчение. Решение прекратить тренировку могло показаться простым. Но последствия были гораздо серьезнее. Это был знак доверия и защиты. Чингук решил слушать, а не требовать. Тэхён решил остановиться, а не заставлять. Баланс, который встречается крайне редко. Возможно, эта история никогда бы и не была официально объявлена. Это не попало в репортажи, не стало главной новостью. Но для ARMY это имело ясный смысл. Это была еще одна грань их единства. Дело было не в сцене или популярности. Дело было в заботе друг о друге, когда мир замер. Время шло, но этот момент остался в памяти. Не как крупное событие, а как затянувшиеся чувства. О внимании, которое пришло без запроса. О маленьких решениях, которые имели большое значение. Тренировки могут прекратиться, но доверие остается. И это самое ценное. В мире, который требует бесконечного совершенства. Остановка часто воспринимается как слабость. Но тот день доказал обратное. Остановка – это форма мужества. А забота – это форма силы. Чингук понял это без объяснений. Тэхён научился слушать свое тело. Не каждую битву нужно выигрывать силой. Бывают моменты, когда отдых – лучший выбор. И было время, когда нужно было принять помощь без чувства вины. Он на мгновение закрыл глаза, успокаиваясь. Позволяя себе медленно исцеляться. Их связь строилась не на громких словах, а на маленьких, последовательных поступках. На взгляде, чутком к переменам. На смелости сказать «достаточно». В том репетиционном зале их отношения говорили сами за себя. Без необходимости в чьем-либо внимании или осуждении. И, возможно, именно это мир редко видит. За упорным трудом и неустанным графиком. Была забота, которая поддерживала их. Был Чингук, который решил все бросить. Был Тэхён, который в конечном итоге выбрал себя. Тихий момент, который значил больше всего. После того дня все стало немного по-другому. Не график, не хореография. А то, как они заботились друг о друге. Маленькие изменения перестали восприниматься как должное. Каждый вдох, каждая пауза ценились больше. Потому что они учились на моментах, которые чуть не упустили.
На следующий день в репетиционном зале снова царила оживленная атмосфера. Играла музыка, снова звучал обратный отсчет. Но тень того дня все еще витает. Напоминание о том, что телесные границы существуют. И что забота друг о друге – часть профессионализма. Не барьер, а сила. Чингук никогда не обсуждал этот инцидент открыто. Он решил оставить это на свой личный счет. Его роль не заключалась в том, чтобы ее подчеркивали или хвалили. Просто чтобы убедиться, что человек рядом с ним в безопасности. Потому что для Чингука именно это и означает единство. Быть рядом, когда это необходимо, безусловно. Затем Тэхён шагнул вперед с новым пониманием. Что ему не всегда нужно быть сильным в одиночку. Что есть место для уязвимости без потери самоуважения. Он снова танцевал, медленно, но более искренне. С телом, которое уважали, а не заставляли. И сердцем, которое чувствовало себя защищенным. Эта история, возможно, никогда не будет официально записана. Но ее следы живут между ними. В каждой тренировке, в каждом маленьком решении. О выборе человечности вместо требований. О том, как они остановили все ради одного человека. И о связи, которая растет молча. Последующие дни прошли, как обычно, в глазах многих. Не было никаких признаков того, что что-то произошло. Но для тех, кто был в той комнате, этот момент стал частью пути. Пауза, которая изменила ход событий. Не нужно было повторять это снова. Каждый раз, когда начиналась музыка, возникало новое чувство настороженности. Не страх, а растущая тревога. Чингук чаще поглядывал по сторонам. Тэхён был более честен в отношении своих ограничений. Тренировки оставались строгими, требования по-прежнему высокими. Но теперь появилось пространство для дыхания. Они поняли, что сила не всегда заключается в упорстве. Иногда сила заключается в умении вовремя остановиться. А мужество – в признании того, что тело просит передышки. Тот день преподал им простой, но важный урок. Совершенство достигается не чрезмерными жертвами, а балансом, поддерживаемым вместе. За ослепительными огнями сцены скрывается процесс, редко видимый миру. Там скрывается боль. Там принимаются трудные решения в тишине. И там проявляется забота, которая работает без лишней помпы. Все это постепенно формировало их. Возможно, однажды эта история будет забыта. Погребена под другими достижениями и великими моментами. Но ее смысл остается. О том, как Чингук решил все остановить. И о том, как Тэхён научился заботиться о себе. Тихий урок человечности за кулисами. Каждый шаг вперед приносит новое понимание. Речь идет не только о совершенных движениях, но и о телах, которые нужно уважать. И о сердцах, которым нужно прислушиваться. Этот опыт заложил невидимый фундамент. Но он ощущается на каждой последующей репетиции. Чингук понимает, что лидерство не всегда означает быть в авангарде. Иногда лидерство означает иметь смелость остановиться. Вернуть всех в безопасное место. Решение, которое может остаться незамеченным многими. Но его влияние распространяется на всю команду. Оно учит истинному смыслу ответственности. Тэхён находит силу в честности. Признание боли – не признак поражения. Это признак самоуважения. Он учится мириться с ограничениями своего тела. И принимает тот факт, что отдых – часть процесса. Это не предательство упорного труда. Между счетом 8 и ритмом музыки появляются небольшие паузы, которые теперь воспринимаются с большим уважением. Больше не наполненные принуждением или чувством вины, но наполненные осознанностью и вниманием. Репетиционный зал становится более гуманным местом. Местом роста, а не просто требований. Эта история не только о боли.
И она не только о прерванных тренировках. Это история о выборе заботы. О том, как остановить все ради одного человека. И о связях, которые укрепляются в тишине. Вечный урок. За светом прожекторов и аплодисментами скрываются тихие моменты, которые камеры никогда не видят. Когда музыка затихает, забота говорит громче всего. Потому что иногда остановка всего – это самая истинная форма любви. Спасибо за просмотр. Берегите Тэхёна, берегите Чингука и берегите друг друга, Эйяры Мой.